У ФСБ есть прием для тех, кого сложно достать в Европе. Не гоняться за человеком самим, а подождать, пока он сам приедет в удобную страну. Я знаю эту схему изнутри и в этом видео объясню ее на реальных примерах. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ и разберу полную и актуальную картину на фоне сразу двух угроз: растущих репрессий внутри страны и возможной новой волны мобилизации. Куда реально не стоит ехать и почему, где дают убежище по-настоящему, а где только кажется, что дают. И что вообще происходит с людьми, которые прямо сейчас решают, уезжать из России или нет. Иск против Яблока, разговоры о новой мобилизации, новые законы против уехавших появились почти одновременно. Это не разрозненные новости, это одна и та же логика, примененная к разным группам людей. Тем, кто остается и голосует, тем, кто может попасть под призыв, и тем, кто уже уехал и только думает об этом. Я наблюдаю обе крайности в блогах и каналах, и обе меня раздражают одинаково. Одни рисуют иммиграцию как легкое приключение. Приехал, попросил убежище, тебя встретили с объятиями. Другие, что все бесполезно, убежища нигде не дадут, на Западе вас никто не ждет. Бежать, в принципе, некуда, все пропало. Правда, где-то посередине. Но это не значит, все не так плохо. Это значит, что решение нужно принимать на основе конкретных фактов, а не эмоций. Прежде чем говорить о конкретных странах, нужно закрыть один вопрос. От него зависит вообще все остальное, и большинство людей в нем путается. Постоянно вижу одну и ту же путаницу у тех, кто планирует уезжать. Есть принципиальная разница между двумя ситуациями. Первое. У вас лично есть конкретное обоснованное основание опасаться преследования. Повестка, уголовное дело, внимание Следственного комитета или ФСБ, задокументированные угрозы или обыски. Вторая, вы просто не согласны с властью, боитесь мобилизации в целом и устали от происходящего. Но лично к вам пока никто не приходил и вас лично никто не преследовал. Обе ситуации понятны и обе в принципе реальны, но с точки зрения любой миграционной службы это два разных мира абсолютно. И вот почему. Любая процедура защиты строится вокруг одного вопроса. Доказана ли индивидуальная, направленная лично на вас угроза, а не общая, разделяемая миллионами людей неприязнь к режиму? Простое несогласие с политикой властей, страх перед новыми законами или нежелание участвовать в войне сами по себе недостаточное основание для защиты почти нигде. Потому что под эту формулировку подпадала бы большая часть населения страны. И ни одна система убежищ так не устроена. Отсюда конкретный список того, что реально считается доказательством. Судебные документы, ответы на адвокатские запросы, публикация в СМИ с вашим именем, переписка с задокументированными угрозами. Отдельно назову и то, что многие упускают. Это официальный отказ в возбуждении уголовного дела по вашему же собственному заявлению об угрозах. Как ни странно, но такой отказ нередко принимают как косвенное доказательство того, что защиты внутри страны вам не предоставили. Это не бюрократическая придирка ради придирки, это разница между статусом, который реально защищает, и статусом, в котором могут отказать в любой момент. И от того, в какой из двух категорий вы относитесь, должна зависеть и дальнейшая стратегия, куда ехать, что собирать заранее и на что вообще рассчитывать. Дальше я буду возвращаться к этому разделению снова и снова, потому что без него любой список стран, бессмысленен. Человека держат в тюрьме в Алматы больше года не за преступление, а потому что Казахстан не может решить, выдать его России или нет. И это не случайность, а результат конкретного расчета. Казахстан, Армения, Грузия – популярные направления именно потому, что туда легко доехать, и там русский язык понимают без проблем. Но здесь есть вещь, которую я знаю не из новостей, а из самой оперативной логики. То, что человека тянет именно в такие страны, не случайность геополитики. Это осознанно используемая тактика. Если объект интересен, а достать его напрямую в Европе сложно, это долгая процедура, независимые суды, огласка, гораздо проще сыграть на психологии.
Человека убеждают, что рядом в обычной культурной среде безопаснее, чем лететь куда-то далеко в незнакомое место. А дальше остается просто подождать. Местные власти в целом ряде стран СНГ годами демонстрируют готовность выдавать людей по первому официальному запросу. И это прекрасно известно к тем, кто планирует подобные операции. Не нужно самим ничего организовывать за границей. Достаточно, чтобы человек оказался в нужной юрисдикции сам, добровольно, думая, что просто пережидает. И у этого расчета есть конкретная юридическая основа, о которой редко говорят прямо. Россия участница Минской конвенции 1993 года и дополнительно Кишиневской конвенции 2002, которая создает единое упрощенное правовое поле для выдачи между странами СНГ. Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и другие, внутри этого поля экстрадиция происходит по облегченной схеме, без долгих многоступенчатых процедур, которые характерны для отношений с Западом. То есть даже без всякой злой воли конкретных чиновников, на месте сама правовая архитектура уже работает в одну сторону. Белоруссия – это особый случай внутри этой системы. Формальная экстрадиция там часто не требуется вовсе. Местные структуры предпочитают решать вопрос сами, во взаимодействии с российскими коллегами напрямую. Таджикистан показывает тот же принцип, но с другой стороны. Его собственные власти системно используют механизмы международного розыска и депортации для возврата на родину уже своих гражданских активистов. Страна годами входит в тройку мировых лидеров по транснациональным репрессиям. Вывод простой. Государство, которое так агрессивно охотится на собственных граждан, с высокой вероятностью пойдет навстречу и по запросам из России. А дальше конкретные примеры именно этой логики. Не разрозненная история, а один и тот же механизм, повторенный несколько раз подряд. Чеченский активист Мансур Мавлаев до сих пор находится под экстрадиционным арестом в Алматы. Уже больше года. Срок продлевают снова и снова. Экстрадицию временно приостановил сейчас Верховный суд Казахстана. Но только после того, как в дело вмешался Комитет ООН по правам человека в срочном порядке. Адвокаты говорят прямо, для него экстрадиция равносильна смертному приговору. Юлия Емельянова, бывшая волонтерка штаба Навального в Петербурге, обвиняется в России в краже телефона стоимостью 12 тысяч рублей. И сама она, и правозащитники называют дело откровенно сфабрикованным. Генпрокуратура Казахстана одобрила ее экстрадицию с процессуальным нарушением. Рассмотрение ее же заявления на убежище на тот момент еще не было завершено. Недавно она проиграла апелляцию, и риск экстрадиции для нее снова активен прямо сейчас. Обратите внимание, формально дело вообще не о политике. Оно про кражу телефона. Именно так и работает эта схема. Реальная причина преследования прячется за нейтральной, не политической статьей, чтобы формально не выглядеть как политическое дело, по которому многие страны обязаны отказать в выдаче. Разработчика Александра Качкуркина в конце января депортировали из Казахстана. Формально поводом стали 2 административных протокола. Переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в закрытом помещении. В первом отделе напрямую называют оба протокола сфабрикованными. Опять та же логика. Неважно, за что конкретно цепляются формально. Важно, что повод находится всегда, если человек нужен. И вот что я могу сказать не по чужим публикациям, а по собственному опыту. В годы моей службы эту тактику в Казахстане применяли регулярно. Людей заманивали именно под предлогом встречи со сторонниками, с родственниками, с друзьями. И я знаю эту систему и методы не понаслышке, а изнутри. Казахстан сейчас начал регулярно экстрадировать в Россию бежавших от войны и политического преследования. Не единичные случаи, а регулярно. И это не теория, не случайное везение спецслужб. Это рабочая, годами обкатанная практика, которая сейчас только набирает обороты. Отдельная история — это Грузия. Дело активиста Рафаила Шепелева. И здесь механизм еще циничнее, вы сейчас его поймете. Его выманивали не просто в удобную страну. Его лично, шаг за шагом, вели границы под видом сотрудничества с Украиной.
Конкретный человек по имени Алексей давал ему поручения, вплоть до того, чтобы отвести посылку в определенную точку. И каждое следующее задание приближало его постепенно к границе с оккупированным регионом, где его и перехватили. Это тот же самый принцип заманивания, что я объяснял в начале, только доведенный до предела. Жертву не просто оставляют в удобной стране, ее лично направляют прямо в точку захвата. Я хочу сказать здесь прямо. Я сам недавно получал похожее предложение, якобы от лица украинской стороны, с приглашением на встречу. Ну и, конечно же, я не поехал. Я сразу узнал эту схему, это отработанный метод, а не редкое совпадение, и я это знаю не понаслышке. Итог дела Шепелева: российский военный суд признал его невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение. Не тюремный срок, а кое-что не менее тяжелое. Есть и обратная логическая ошибка, которую совершают уже более осторожные люди. Думать, что раз формального договора о выдаче нет, то страна автоматически безопасна. Это неверный вывод. И вот почему. Отсутствие подписанного договора об экстрадиции – это не гарантия. Государства прекрасно умеют сотрудничать и без бумаги с печатью. Если им, конечно, это выгодно по другим причинам – экономическим, дипломатическим, личным связям конкретных чиновников. К странам значительного риска относятся также Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, ОАЭ и Таиланд. Механизм там совершенно другой, но результат тот же. Сотрудничество возможно по неформальным каналам, без сложной процедуры выдачи. Вместо этого может использоваться депортация в страну гражданства под надуманным предлогом. Нарушение местных законов, либо просто отказ во въезде при следующей попытке. Есть и практическая деталь, о которой почти никто не говорит прямо. Заранее узнать, находитесь ли вы в базе розыска Интерпола, обычными способами нельзя. Это значит, что человек может годами жить спокойно и вдруг столкнуться с задержанием, даже не понимая, что формально находился в розыске. Поэтому логика выбора страны должна быть не «здесь нет прямого договора, значит поеду», а «здесь годами подтвержденная практика реальной защиты», а не случайная лазейка в законодательстве, которая может закрыться в любой момент. С Европой сейчас тоже ситуация не такая однозначная, как кажется. И здесь важно разделять два разных процесса, которые люди постоянно путают между собой. Первый процесс – это экстрадиция. После выхода России из Совета Европы в 2022 году единый механизм экстрадиции между Россией и европейскими странами фактически разрушен. Дальше действует принцип взаимности, который в нынешних политических условиях на практике почти не работает. У большинства стран Европы отдельного двухстороннего договора о выдаче с Россией просто нет и не было изначально. Но это никак не означает, что Европа автоматически безопасна и доступна. Вот здесь начинается второй, отдельный процесс – получения защищенного статуса. Это не то же самое, что отсутствие риска экстрадиции. И путать эти два понятия – распространенная, и дорогая ошибка. Показательная история семьи Беловых. Мать и сын из России уехали в Финляндию после начала войны. Попросили убежище. Активно помогали украинским беженцам через волонтерскую организацию. А до отъезда никакой политической активности не вели вообще. Финляндия им отказала, их вызвали в полицию, сообщили о депортации, поместили под стражу. Это прямое подтверждение того, о чем я говорил ранее. Помощь Украине уже после отъезда без задокументированной угрозы лично вам еще в России не считается достаточным основанием. Дело Георгия Авелиани. В Германии показывают это еще жестче, потому что здесь механизм отказа особенно нагляден. Это не гипотетический случай. Человека мобилизовали, он попал на фронт, пережил пытки, дезертировал. В России на него открыто уголовное дело. Казалось бы, максимально сильный задокументированный кейс. Но немецкое ведомство БАМФ отказало, сославшись на слова Путина об окончании мобилизации и на устаревшую статью «Медиазоны» в 2023 году о том, что за неявку по повестке грозит только штраф. С тех пор все изменилось, а в его случае речь вообще о другом, о дезертирстве, а не о простой неявке.
Это показывает конкретный сбой системы. Миграционные ведомства опираются на устаревшие или вовсе неприменимые источники и не разбираются в сути конкретного дела. И предсказать заранее, попадете ли вы к такому же невнимательному чиновнику, просто невозможно. По данным профильных агентств ЕС, в 2026 году одновременно происходят две разнонаправленные вещи. С одной стороны, официально усилилось признание таких оснований для защиты, как подавление независимой журналистики и преследование за высказывание о войне. То есть список формальных оснований действительно расширяется. С другой стороны, параллельно выросла и строгость самой проверки. Увеличились сроки рассмотрения дел, снизился и процент одобрений, участились повторные интервью. На отдельных границах, например, между Боснией и Хорватией, правозащитники фиксировали многодневные задержки и ограниченный пропуск людей. И есть третий отдельный слой проблемы, который вообще не связан с убежищем как таковым, а касается уже легально живущих в ЕС людей. С октября 2025 года действует 19-й пакет санкций, из-за которого банки и финтех-платформы обязаны проверять место жительства клиентов и при малейших сомнениях замораживать счета граждан России. Даже тех, кто легально живет в Евросоюзе годами и платит налоги. Под удар попадают как раз те, кто уехал не по политическим мотивам, а из принципа. Это студенты, айтишники, журналисты. Здесь я должен сказать свою мысль, а не просто перечислить вам факты. Во времена Холодной войны Запад действовал ровно наоборот. Беглецов из советской системы принимали действительно как союзников свободы. Давали им работу, поддержку, доверие. Сейчас же логика перевернута. Те, кто уехал именно потому, что не хочет служить режиму, часто делают изгоями, лишенными банковского счета и легального статуса одновременно. Если тактика холодной войны когда-то реально работала на ослабление системы, прежде всего изнутри, разумнее было бы вернуться именно к ней, а не изобретать новую, подозрительную по умолчанию политику по отношению к людям, которые и так уже разорвали связь со своей страной. Итог по Европе такой. Формальной выдачи почти не осталось, но и легкого автоматического приема тоже нет. И параллельно ужесточается финансовая сторона жизни там же. Рассчитывать нужно на длительный, требовательный процесс на несколько фронтах сразу, а не на одно быстрое решение. Человека депортируют из США обратно в Россию, а на границе его уже встречает ФСБ. И это прямое следствие того, как устроена сегодня система. Между Россией и США никогда не существовало договора об экстрадиции. В этом смысле формальный риск выдачи минимален, и это правда. Но здесь та же ошибка мышления, что и в случае со странами без договора, о которой я уже говорил. Отсутствие формального риска экстрадиции не равно быстрому и надежному статусу в США. Американская система убежищ устроена принципиально иначе, чем европейская. Процесс идет медленнее, требования к доказательной базе не менее строгие, а решение о статусе можно ждать годами, находясь все это время в подвешенном юридическом положении. И именно из-за этой медлительности и растущей строгости все больше случаев, когда людей просто депортируют. Не в Россию напрямую, как экстрадицию, а обычной иммиграционной депортации, которая по факту приводит туда же. А там их уже встречает ФСБ. И это не метафора. Человек, который бежал именно от системы, оказывается снова в ее руках через формально уже совершенно другую процедуру, не имеющую отношения к экстрадиции как таковой. Отсюда практический вывод. США стоит рассматривать всерьез только при действительно сильном, документально подтвержденном кейсе. Том самом, о котором я говорил ранее, а не как запасной вариант просто потому, что там нет договора о выдаче. Вот 5 стран, где легализация реально проще, чем в Европе или США. И в 2 из них можно вообще обойтись без подачи на убежище. Смысл в том, что Латинская Америка сейчас структурно устроена иначе, чем Европа или США. Во многих странах легализация не завязана исключительно на политическом убежище, с его строгими критериями индивидуального преследования, о которых я и говорил. Там часто достаточно гуманитарного статуса с более мягкими требованиями,
а иногда легализация вообще идет в обход темы убежища. Просто через другое основание. Ну, к примеру, Эквадор. Здесь вообще можно не подавать на убежище. Основанием для вида на жительство служит легализованный в стране диплом о высшем образовании. Процедура через государственное агентство занимает около 1,5 месяцев, после чего вы получаете ВНЖ на 2 года. А затем, прожив в стране минимум 21 месяц из этих 2 лет, постоянный вид на жительство. Ни истории преследования, ни доказательств угроз для этого вообще не требуется. Бразилия. С 2026 года там ввели единый правовой каркас для гуманитарных виз вместо разрозненных программ под конкретные страны. То есть решение уже не зависит от политической конъюнктуры момента. Ключевое условие — наличие в Бразилии принимающей организации, готовой сопровождать заявителя. Порог входа по гуманитарному основанию заметно ниже, чем для полноценного политического убежища в Европе. Отдельно там же есть виза цифрового кочевника. Примерно $1500 подтвержденного дохода в месяц, год проживания с возможностью продления. Парагвай. Самая простая и быстрая легализация из всех перечисленных. Вид на жительство можно оформить примерно за неделю, а местное удостоверение личности примерно за месяц. Причем без обязательного постоянного проживания в стране на момент оформления. Бюрократии тоже минимум, и именно поэтому в последнее время его все чаще называют лучшей альтернативой другим странам и регионам. Аргентина. И здесь есть важное предупреждение. Раньше ее считали одним из самых удобных направлений. Но с 2025 года администрация Милея через указ значительно ужесточила миграционные правила. И получить уже полноценный вид на жительство или гражданство стало заметно сложнее, чем еще буквально пару лет назад. Виза цифрового кочевника, конечно же, формально осталась, 180 дней с возможностью продления есть, но это абсолютно временный статус, не ведущий напрямую к ПМЖ, в отличие от прежней практики. Если вы ориентируетесь на устаревшие гайды в интернете, вас там может ждать неприятный сюрприз. Мексика. Тоже доступна виза цифрового кочевника, оформляется через консульство, в том числе в Москве. Хотя запись туда сейчас в дефиците и конкретные требования может варьировать сам консул. Менее предсказуемо, чем остальные 4 варианта, но остается рабочей опцией, особенно если у вас уже есть подтвержденный удаленный доход. По всем 5 странам ситуация меняется быстрее, чем в Европе или США. Поэтому перед конкретным решением стоит, конечно же, свериться с актуальной практикой. Вот 5 конкретных вещей, которые реально снижают риск. Без воды и без общих слов вроде «будьте осторожны». Первое. Любые официальные документы, где фигурирует лично ваше имя в связи с преследованием. Это повестки, протоколы, постановления, ответы на адвокатские запросы. Второе – это переписка, где зафиксированы угрозы или давление, со скриншотами и, по возможности, с метаданными, подтверждающими подлинность. Третье – это публикации в независимых СМИ, где упоминаетесь лично вы. Это часто учитывается как значимое доказательство именно индивидуальной, а не общей угрозы. Четвертое. Даже отказ в возбуждении уголовного дела по вашему собственному заявлению об угрозах, как я уже говорил, такой отказ нередко засчитывается как косвенное подтверждение того, что защиты внутри страны вам не предоставили. Пятое. Свидетельства других людей, не являющихся вашими родственниками, заверенные надлежащим образом. В ряде случаев этого достаточно, если официальных документов нет вовсе. И последнее. Не пытайтесь проходить все это в одиночку. Есть профильные организации. Это первый отдел по юридическим вопросам и преследованиям. Ковчег по практической помощи с релокацией. Специализируется именно на такой поддержке и постоянно обновляет актуальную практику по конкретным странам. Зачастую даже быстрее, чем успевают выходить любые видео на эту тему. Даже если вам дадут все документы на свете, есть вещь, которую не решит ни один статус беженца, и о ней почти никто не предупреждает заранее. Мы недооцениваем, сколько всего теряем одновременно при переезде. Социальные связи, язык, понимание культурного контекста.
признание образования и профессионального опыта. Все это приходится выстраивать заново. И полноценная интеграция занимает зачастую годы, а не месяцы. Вне зависимости от того, насколько быстро вам дали документы. Есть даже отдельный термин – синдром Уиллиса. Хронический множественный стресс мигранта. И это не слабость характера, а реальная задокументированная психологическая нагрузка, которую большинство людей серьезно недооценивает перед отъездом, концентрируясь только на юридической стороне вопроса. Если у вас есть удаленный доход или финансовая подушка на период интеграции, это, конечно же, все одна история, где юридический статус действительно решает большую часть проблем. А вот если вы планируете переезжать практически без денег, рассчитывая, что как-нибудь сложится на месте, это принципиально другая история, куда более рискованная история. И даже самый надежный статус беженца ее не отменяет. Я считаю нечестным не сказать вам это прямо, раз уж мы разобрали все остальное так подробно. И один и тот же человек, нужно сказать, по ошибке может оказаться сначала в Казахстане, а потом в СИЗО в России. И я вам сейчас покажу, из каких именно решений складывается эта цепочка. А заодно честно скажу, где гарантии не дает никто. Люди, не понимающие механику, которую я уже разобрал по частям, совершают одни и те же ошибки и в одном и том же порядке. Сначала едут в какой-нибудь Казахстан или похожую страну пережидать, думают, что антивоенная позиция, сама по себе это билет на Запад, не готовят документы заранее, соглашаются на встречи с незнакомцами, предлагающими помощь. В результате часть из них оказывается снова в России, но уже в СИЗО. Другая же часть живет годами в подвешенном юридическом статусе где-нибудь в Европе или США, тоже не до конца понимая, почему им отказали. А третья часть вовсе не уезжает, потому что наслушались историй про то, что на Западе все равно они никому не нужны и убежища там не дождешься. Хотя и это тоже неточная картина. Вопрос, куда уезжать, почти всегда вторичен по отношению к вопросу, почему вы уезжаете и можете ли вы это доказать. Страна с лучшей репутацией не спасает без документов. А страна, кстати, с сомнительной репутацией иногда защищает даже лучше, чем кажется, если за вами стоит реальная подтвержденная история. Начинать нужно не с карты, а с папки документов. Ни один блогер, ни оптимист, ни паникер не сделает этот выбор за вас честнее, чем сухие факты конкретных дел. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь, новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, публикую события со своим мнением и без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом, и я постараюсь вам ответить. С вами был Вадим Майоров. Спасибо за просмотр. Принимайте правильные решения. Берегите себя. До новых встреч.